Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как обычно, Андрей и Наталья. Наталья у нас сегодня за кадром. Сегодня мы будем шить. Честно говоря, даже не знаю, как назвать эту технику создания джинсовой мозаики из лоскутков. Я встречал нечто подобное в интернете. Не будем долго рассказывать. Как говорится, лучше один раз увидеть. Берем старые джинсы и распускаем их на куски материала. Для данной техники лучше подходят более тонкие джинсовые ткани, например, легкие джинсы или рубашки. У меня, к сожалению, ткани разные по толщине, но это не станет препятствием для творческой натуры. Да, я планирую использовать не только лицевую, но и изнаночную часть джинсов. Нарезанный материал лучше прогладить перед работой. Берем коврик для разделки тканей и нож. Так как лоскутки будут совсем небольшие, точность будет иметь значение. Кольцевым ножом распускаю джинсовую ткань на полоски шириной 2 см. Потом из полосок нарезаю квадратики. Вот такие квадратики у нас получаются. По моим расчетам 4-5 цветов нам будет достаточно. Размер наших квадратиков 2 на 2 см. Для того, чтобы собрать картинку из квадратиков на основе, нам понадобится флизелин. Берем флизелин и отрезаем небольшой кусок, чуть меньше размера коврика. Коврик в данном случае нам тоже очень пригодится в разметке основы. Вырезали кусочек флизелина 42 на 26 сантиметров. Теперь берем булавки и фиксируем флизелиновую основу на коврике. Потом с помощью линейки и ручки «Пиши, стирай» расчерчиваем основу на квадратики. Так как флизелин у нас полупрозрачный и разметка коврика через него очень хорошо видна. Размер разметки на флизелиновой основе соответствует джинсовым квадратикам, то есть 2 на 2 см. Теперь перекладываем флизелиновую основу на фанеру, для того, чтобы удобнее было раскладывать картинку и потом сразу зафиксировать джинсовые лоскутки на основе с помощью утюга. Все очень просто. Полотно у меня шириной 13, а длиной 21 клетку. Я брал листочек в клеточку и расчерчивал на нем площадку 13 на 21 клетку, а потом рисовал картинки. Эскиз нашего лоскутного полотна выбрала дочка, будущая хозяйка сумки Шопер, так как я планирую использовать эту картинку как лицевую часть этой самой сумки. Схема на листочке в клеточку соответствует основе из флизелина. Нам только нужно выложить мозаику из лоскутков на основу. Первым делом выкладываем контрастный контур рисунка, а потом подбираем цвета. Вот такую мозаику мы выложили из лоскутков. Теперь мы будем аккуратно поправлять участки по нескольку лоскутков, а потом прихватывать их к флизелиновой основе с помощью утюга. При выкладывании лоскутков обращайте внимание на направление волокон ткани. При работе с джинсовой тканью это может иметь большое значение. Поправляем и фиксируем по несколько квадратов. Процесс не быстрый, но по-своему интересный. Таким образом мы проходим все наше полотно. Прикладываем к основе последние квадратики. Вот такой зайчик у нас получился. Джинсовая ткань, конечно, сыплется, но это ничего. Теперь будем прошивать нашу мозаику вдоль и поперек. Мастерицы обычно такие небольшие лоскутки укрепляют разными полупрозрачными тканями. Фатином, тюлью. Я же хочу обойтись без дополнительных тканей. Прошиваем простым зигзагом, предварительно подобрав нитки по цвету. Мы выбрали серые нитки. Вначале прошиваем все швы вдоль полотна. Этой прочности нам будет достаточно, чтобы крепить лоскутки на тканевую основу. Вдоль прошили. Теперь вырежем основу из хлопковой ткани. Для этого беру первый попавшийся под руку ненужный лоскуток. Вырезали по размеру. Крепим полотно к основе с помощью булавок. Зафиксировали ткани булавками. Теперь прокладываем швы поперек.
прошили швы поперек. Вот такой зайчик у нас получился. Теперь хочу еще раз прошить продольные швы зигзагом. Это укрепить швы небольших лоскутков, чтобы нитки где-нибудь ненароком не вылезли, и окончательно закрепит полотно на тканевой основе. Мы прошили продольные швы зигзагом, а края прямой строчкой. Теперь полотно стало рельефным и интересным на ощупь. Оно действительно надежное и не будет махриться за счет того, что мы тщательно подогнали лоскутки друг к другу в момент крепления их к флизелину и дополнительно прошили зигзагом. А на этом на сегодня у нас все. Всего вам доброго. До свидания.